Привет, друзья! Сейчас я буду готовить творожное печенье. Если у вас есть творог и сливочное масло, то вы с легкостью сможете приготовить такие замечательные конусики. Посмотрите, какие они аппетитные и живописные. Давайте попробуем приготовить вместе. Чтобы творог не собирался крупинками, протираю его через сито. Добавляю размягченное сливочное масло. Разминаю до однородного состояния. Добавляю разрыхлитель и снова перемешиваю. Частями всыпаю просеянную муку. Остальную муку добавляю, как только первая часть хорошо соединилась с тестом. Тесто удобнее вымешивать руками. Собираю тесто вот в такой комок. Тесто получается очень мягкое и приятное. Убираю в холодильник на 20 минут. Раскатываю колбаску. Нарезаю на кусочки одинакового размера. Чтобы печенье получилось одинаковым, лучше всего использовать весы. Я делаю шарики весом 30 грамм. При помощи кружки или любого предмета с плоским дном делаю вот такие кружочки. Ножиком делаю небольшой надрез и посыпаю сахаром. Аккуратно заворачиваю вот в такой конус. Слегка обминаю нижнюю часть конуса, чтобы придать ему более вытянутую правильную форму. Такое печенье можно встретить под разными названиями – тюльпаны или конусы. При помощи кисточки смазываю сиропом шиповника. Этот сироп продается в любой аптеке. Это придаст печенью красивый золотистый оттенок. Выпекаю 25 минут при температуре 180 градусов. Часть печенья я приготовила без сиропа. Оно получается тоже очень красивым. Вот это печенье, которое я смазывала сиропом шиповника, оно получилось такое золотистое, золотисто-коричневатое, красивый узор получился. Оно, конечно, очень здорово смотрится. Вот это я не смазывала, оно просто такое светленькое получается. Можно посыпать чуть больше сахара, и тогда сахар красиво будет тут поблескивать на верхушке. Очень вкусно пахнут, как слоеные ушки. Они вообще похожи на слоеное печенье, на слоеное тесто.
Если вы следите за своим питанием и ведете здоровый образ жизни, то, безусловно, вам понравится это печенье. Абсолютно нет сахара в тесте. Можно взять с собой, это замечательный перекус. Можно дать детям с собой в школу, например. И мне нравится, что здесь абсолютно не чувствуется сладость сахара, а ощущается вкус продуктов, творожный вкус, вкус такого слоеного, приятного, мягкого теста. И это замечательная альтернатива обычному печенью или какому-нибудь быстрому перекусу чем-нибудь сладким. Обязательно попробуйте приготовить. Красивая форма и очень вкусно получается. Я уверена, вас порадует такой результат.